Всем привет, меня зовут Николай. Я перед этим порыбачил, снял подводное видео вот на этой маленькой речке. Ну и чтобы было видно, что я поймал. Сейчас я покажу, что я поймал. Вот смотрите. Ну, хорошая плотва. Жареху вот. Это я с учетом того, что снимал на камеру и рыбачил все вместе. Вот так. Увидите подводное видео, как клюет рыба на перловку, сегодня на перловку хорошо она клевала. Еще на опарыша, на опарыша немного похуже, но тоже клевала. Плотва в основном. Вот пробовала разик закинуть на червя, на окуня. Ну и там на видео это будет, но как-то не очень. Вот. Всем хорошего дня. А ветер был сильный сегодня. Очень сильный. А сейчас вот немножко успокоилось. Так, сегодня у нас какое? 28 по-моему, сентября. Ну, всем пока. Камера установлена. Забрасываю прикормку. Появляется первый разведчик. Продолжаю дальше кидать прикормку. Прикормка темная. В наличии у меня была и светлая, и темная прикормка. Забрасываю сначала темную прикормку. Забрасываю, но пока не вижу, куда она падает. В дальнейшем, естественно, не увижу. Течение на речке быстрое. И прикормка уходит неизвестно куда, я даже не понимаю. Вот еще появился один разведчик. Плотва очень хорошо реагирует на всплеск воды. Вот они, плотвички появились. А я все забрасываю и забрасываю прикормку. А ее все нет и нет. Потом я буду знать, куда она пропала. Рыбачу на маховую удочку 6-метровую. Поводок 0,1 или 0,12, я сейчас не помню. Наживка опарыш. Пробую на опарыш пока. Маленькая ошибка у меня. Поводок слишком длинный. Вот плотвичка схватила его. Ну, выплюнула. Похоже, я дернул. Она его выплюнула, опарыша. Вот. Не хватает тут на новоснастке подпаска. Потому что видите, как парусит на поводке опарыш. Цвет меняется. Это то выходит солнце, то заходит. Поэтому вот цвет такой происходит. Изменение цвета. Ну вот появляются первые плотвички такие. То есть нормального вида. Такое впечатление, что они выходят откуда-то из-под камеры. Вот, и делают набег такой на это самое, на опарыша. Мне приходится поддерживать удилище. Вот их сколько. Приходится поддерживать удилище левой рукой. Ну, чтобы
насадка была на фоне камеры. Камера, хотя 170 градусов у нее, вот, но все равно течением быстро сносится. Вернее, не насадка, а наживка, извиняюсь. Пока боятся плотвички подходить. Ну вот, две подошло, вот заглотила. Я не подсекаю, но есть результат. Плотвичка попалась. Слышен звук забрасывания грузила. Опять наживка, опарыш один. Но это я не играю, а так у меня получается. Вот сколько плотвичек. Вот густерка. Ну, подсекай. Я не подсекаю. Все, вырвал у нее изо рта. Или она выплюнула его. Опять забросил. Опарыш сильно парусит. Это уже я увидел, когда начал монтировать фильм. Поэтому на будущее надо ставить всегда подпасок на реке на такой. Вернее, на речке с быстрым течением. Все, схватило. Есть. Подсек. Вот они выходят все на течение. Окушки такие маленькие. Вот даже вот одна рыбка, смотрю, похожая на подуста. Маленькая. Но она такая боязливая. Все. Опять я рванул. Подсечки не получилось. Опять забросил. Ну, с удовольствием он плотвичка хапнула. Все. Я начал подсекать, она просто выплюнула. То есть я старался не резко. Дергать не резко. В видео еще идет такой шум. Это на камеру отдается звук то ли камыш, то ли рогоз, не знаю как его назвать. Эти растения, которые стоят в воде, они под силой ветра шатаются. Вот рыбешки выскочили, испугались чего-то. Сорвалась. Они такими набегами набегают. Пока рыбачу на опарыша. Да, видите, плотвички находятся в нижнем ярусе воды. Глубина где-то, вот где я ловлю, наверное, чуть больше метра, может метр 20. Вот, где-то, возможно, мне по пояс, так если посмотреть. Поклевка, рыбка подходит и
губами шлепая так. Как будто говорит, дайте мне покушать. Это ж им надо с течением справиться. Вот опять она взяла в рот, но я вырвал, наверное. Вот, видите, она так сосет. Есть опять. Так, забрасываю. Забросил. Спуталась. Вот эта рыбка, похожая на подуста. Ага. Попалась какая-то травинка и все. Оснастка запуталась. Ну, грузило в процессе сбивается. Так, а вот здесь пошла муть. Я даже не знаю, откуда эта муть появилась. То ли вверху по течению кто-то что-то там делал. Я забросил на червя. Решил попробовать червя. Но муть такая сильная пошла. Ну, рыба тоже сейчас пойдет на муть. В этой муте какие-то, видать, есть организмы, которыми она питается. Вот они пошли стаи сразу. Пошли обратно. И червяк тоже порусит. Явно подпаска не хватает. Но не смог догадаться. Червяк проколот в двух местах. Крючок у меня маленький под перловку. Поэтому червяк был как бы большой. Я его проколол в двух местах. Цвет меняется, цвет меняется, солнце из-за тучи выходит или за тучу прячется, поэтому цвет меняется, еще раз повторяю. Так, пытаюсь дразнить червяком, пока никого нету. Опять этот, то ли подус, то ли кто он, этот продолговатая такая рыбка молодая. А вот плотва подходит. Вот одна решила за конец червяка подергать. Все. Червяк завис на одном проколе. Вот. Не надоело рыбачить на червяка. Сейчас насадка перловка на ускоренном режиме воспроизведения.
Рыбы нет, кидаем прикормку. Размер прикормки шарики как теннисные. Вот, хочу, чтобы появилась рыба. Пока рыбы нет, ничего не клюет. Кидаю несколько раз прикормку. По-моему, там она у меня и темная прикормка закончилась. Ну вот с этой мутью рыба ушла куда-то. Не знаю. Все, появилась рыбешка. Забрасываю удочку со своей насадкой. Звук удара грузила, поверхность воды. Появилась плотва. Густерка. Не хочет брать целиком. Пошло быстрое видео. Пока ничего не происходит. Все, плотва начинает распробовать насадку. Ну, вот быстро заглатывает. Есть результат. Забрасываем. Перловка. Не знаю, надо было попробовать, может, две перловки. Ну, особо крупных так рыб не было, а вот сейчас пуклейка появилась. Ну, это так себе. Она только хорошо клюет на опарыша. Главная цель, конечно, плотва. Промахнулась. Пуклейка даже заглотила. Выплюнула.
А вот неизвестно, что тут у одной плотвички, что-то белое во рту, я так и не понял. То ли крючок, то ли еще что-то. Оп, заглотила. Есть. Попалась. Но остальные плотвички как бы даже этого и не замечает, что подруга у них оказалась на крючке. Вот пока снимаю рыбку с крючка, следующий заброс. Появилась уклейка. И откуда ни возьмись. Пробую перловку. Это вам не опарыш. Откуда-то стая пришла уклеечки. Плотва держится в нижнем ярусе ближе к дну. А что-то не долетает этот, по-моему. Перловка не долетает. Все, попробовали уклейки и отвалили. Это красноперка. Тоже что-то не понравилось. Плотва откусывает. Как они умудряются с крючком кусать. Ух, какая была атака. Видите, даже они в рот забирают и там обжевывает эту перловку. Но я ни одной уклейки не поймал. Ну, в этом видео. Густерки маленькие. Вот в рот засунула, оп, есть. Попалась. Густерки маленькие, они не могут проглотить эту перловку, а плотва попадается. Так, очередной заброс. Угу. Конкуренция. Опять дернул, вырвал изо рта плотвы. Перловка падает ближе к дну. Зацеп за водоросль. Зацепилась. Дергаю. Дернул.
обратно заброс. Рыба куда-то исчезла. Окушок. Вот опять набегает. Это красноперка была, по-моему. Или плотва. Вот это плотва. Промах у нее. Пробует, уходит. Проверяет грузило. Ну, конечно, тут окушок обязательно должен появиться. Дергаю. Сход. Забрасываю. Все устремляются. Все, она заглотила. Я не вижу, не слышу. Все, выплюнула. Опять зацепился. Оторвал. Ну, крючок на месте, как положено, ничего там не оторвалось, просто водоросль немножко порвала. Так, решил забросить остатки прикормки. Осталась там у меня светлая прикормочка. Вот забрасываю туда. Один комок забросил. Сейчас будет второй комочек. Быстро пролетает он мимо камеры. Потом я увижу, куда он. Так, а тут уже остатки из ведерка я выбрасываю просто так. В руку взял, остатки и кинул. А, нет, комок, извиняйте. Еще один комок. Это потом я кину. Из ведерка достану и кину. Так, а тут, так как рыбы нету, я просто так проматываю быстро. В быстром темпе.
Я немножко камеру подтянул к себе, и что я увидел? Приямок. И вот куда моя вся прикормка скидывалась. С основного русла она скидывалась в этот приямок. И оставалась здесь. И вот вся рыба ходила в этом приямке, и когда я свою насадку, вот там чуть-чуть на этом самом, на бордюрчике у меня стояла камера, а насадка была чуть-чуть дальше. И рыба вот из этого приямка, она выходила с моей насадкой и наживкой. И вот там клевала. А я и не знал, что она находится здесь. А прикормку очень быстро сносила течением, и она в эту ямку падала и больше никуда не уходила. Вот это последнее, то, что я закидывал, это последние кусочки прикормки светлой. Вот здесь просто ускоренное видео. Вот она поедает эту прикормку. Нравится ей, видать. А вот смотрите, даже и рак приполз. Ох, и развернулся и пошел. Все, затихарился так. Все, пополз дальше. Сейчас найдет ямку, там и остановится. И будет в засаде. Все, теперь он в засаде. Никакая рыба ему не мешает. Вот они тут чего-то испугалась рыба. Ну и вся. Полетела кверху. Я тут пытаюсь что-то поймать, подкидываю им под нос. Но вы знаете, уже они как бы потеряли интерес. Просто так вот подходят, пробуют. А подкидываю, что там? Опарыш у меня это. Все-таки они лучше как-то на перловку клевали. Пытаюсь подсунуть им опарыш под нос. Но все бесполезно. Их опарыш не интересует. Вот куда девалась моя прикормка. А я выставил камеру вот на тот бордюрчик, который вот вдали. Бордюрчик. Камера стояла далеко. Ну, с удовольствием так подходят и кушают прикормку. А прикормка мелкая, не крупная. Выбрасываем последние остатки прикормки. Рыба пугается. Но, видать, выбрасывает так, что ее не видно. Она то ли сразу же уносится вниз по течению. Все остатки выгребаю из ведерка и выбрасываю. И удивление. Рыба уже не встает на мою прикормку.
Она, видите, она уходит вниз по течению. Она звук услышала, сначала поднялась вверх, а сейчас идет вниз за той прикормкой, которую я выбросил. На прикормочном месте почти никого нету. Не почти, а вообще никого нету. Ну вот, несколько рыбок. Все, нема. Ну, это, так сказать, конец моей рыбалки был. У меня и камера уже была на аккумулятор, на излете был уже. Заканчивался. Ну и так, не помню сколько. Наверное, ну по времени даже не могу сказать, сколько я снимал. Вот, вытаскиваю камеру. А чуть-чуть подальше оттяну. Вот в самом низу тоже пятно белое. Это тоже прикормка. Вот куда у меня вся прикормочка уходила. Вот и сама речка. Все. До скорых встреч, ребята. До свидания. Ни хвоста вам, ни чешуи. Удачи в рыбной ловле. Всем пока. До следующих встреч.